Посмотрите, какое большое количество туристов. Посмотрите, и притом еще сезон. Вот эти все туристы, это все потенциальные наши деньги. Сейчас такси это стало работой для избранных, потому что те, кто даже успел поменять права, они могут их лишиться со временем. И, скорее всего, лишишься и ты. А я уже практически лишился. Поэтому, если тебе интересно посмотреть это видео до конца, это будет просто разрыв. Бро, я тебя поздравляю. Когда лишился? 1 июня. Сколько превышения было? 79 км в час. На 79 км. А какая у тебя машина? Мини Купер S. Сколько лошадиных сил? 194. И что ты дальше собираешься делать? Дальше планирую учить польский экзамен и сдавать его. Сколько ты не можешь садиться по закону? 3 месяца. И потом тебе надо будет сдавать? Экзамен, да. А сколько это стоит? Только взнос нужно заплатить и все. Как ты себя чувствуешь после того, что это произошло? Соблюдайте правила дорожного движения, ребят. Обещаешь стать на путь исправления? Да, конечно. Спасибо, брат. Твой опыт покажет многим людям, насколько нужно ценить в этой стране права. Друзья, всем привет! Меня зовут Олесь Гроднев, и я уже как почти 2 года работаю в Польше. Работаю я водителем такси. Сегодня, если ты попал на это видео, значит, ты боишься потерять свои польские права или европейские права, или любые права для того, чтобы ты мог управлять транспортным средством на территории Евросоюза. И поэтому добро пожаловать в этот ролик. Ты реально рискуешь. Я уже практически потерял права, и сейчас мы пойдем с вами прогуляемся по этому прекрасному городу Гданьску, и я вас веду в курс дела. Посмотрите это видео обязательно до конца, если вы хотите все-таки сохранить свои европейские права, потому что я вам расскажу истории, которые помогли людям избавиться от прав и, соответственно, избавиться от любой работы, связанной с перевозкой людей на территории Европы или Польши. В один прекрасный день я заканчиваю свою смену. Я помню этот день, это было понедельник. Ко мне садятся какие-то девушки из Бангладеша. Я не знаю, где твой телефон, иди на. Потом выходят, садятся другие пацаны. Я не смогу тебе деньги дать. Ну зачем вы не можете? Ну, потому что у меня нету. Я сюда сам пришел заработать. У тебя нету? Нет. И пацаны мне заявляют, что на заднем сидении мокро. То есть они испачкали себе штаны. По всей видимости, пьяные девчонки из Бангладеша просто разлили там свое пиво, а может быть это была вода, мы это не знаем. Так как я работаю в Bolt такси в Варшаве, я пишу маляву на то, чтобы посмотреть, каких вы даете непорядочных клиентов, которые ссут мне прямо на заднее сиденье. А меня просят, чтобы я сфотографировал это все происшествие. Я его фотографирую и получаю, представляете, компенсацию в 100 злотых. 100 злотых, елки-палки, это $25. $25 за разлитую воду. Да хоть ты там обоссысь, елки-палки. Я готов хоть каждый день писать такие малявы и получать такие несносные бабки. Согласитесь. Я делаю этот прекрасный скриншот своему знакомому Штемпу, отправляю ему и говорю: слышишь, блин, посмотри, какая радость. Естественно, я это делаю все в пути, потому что я же таксист с большим стажем, у меня большой стаж вождения, я уже научился ездить по Европе, я уже по Варшаве, знаете, там туда-сюда, обратно, короче. А это было ночью. Я смотрю, в заднем зеркале что-то происходит, какие-то синие какие-то синие лампочки начинают. Я такой, блядь, кто там синими лампочками мне светит? Поворачиваюсь, а там мусора. И они что-то от меня хотят. И в этот момент я вижу, что я проезжаю на красный свет. Я проехал на красный свет. Ребята, и меня увидели и останавливают мусора. Все вы знаете, что жизнь иммигранта без языка, собственного жилья, документов очень сложна.
тебе приходится начинать жизнь практически с чистого листа. Постоянно искать работу и жилье, бороться с бомжами за свое место под солнцем и жить в одном сплошном депресснике, разочаровываясь в своей никчемности. Все вы знаете, что я хотел попасть в Америку, но я не смогла. Ну, я не жалуюсь, у каждого свой бизнес. А вот благодаря вот этому каналу, Алекс51, у которого все-таки получилось, я понял, что особо не жалею, потому что там Алекс живет в Газели и питается на стоянках, так же, как и я. Но все-таки умудрился открыть свою компанию, построить свой бизнес и рассказывает на своем канале о всех проблемах и испытаниях, которые ему пришлось преодолеть. Примерно столько стоит половина ремонта. Надо платить, все, это ваше. К примеру, недавно он дал взятку ящиком пива в налоговую за решение своего вопроса в Америке. Оказывается, наши и там могут. Поэтому подпишитесь на его канал о жизни в Америке. Там выходит видео каждый четверг. Вам будет очень интересно. И напишите от меня свои комментарии. Мне будет очень приятно. Юбилейная на 3 рубля заценится. Я подумал, да ладно, сейчас предупреждение. Сколько у меня было такое на родине, когда я платил $20 в нашей стране, там, $10, а иногда даже просто так отпускали. Я скажу, ребят, я первый раз в этом городе, я не знаю правил, короче, и проехал нечаянно на червоное святло. А там, короче, выходят какие-то дети в натуре, просто 25-летний какой-то road police, короче, они подходят ко мне, там девчонка такая сразу подпружиненная подходит. Пан знает, что он на червоное святло проехал. Пан знает, что 500 злотых мандат. 500 злотых? Это же... Да хуя! 500 злотых, это $125 за красный свет. Они мне подносят расписаться, и я вижу, что в этом мандате 15 карных пунктов. Курва, что это такое? Когда я приехал сюда, в Польшу, я слышал про большие штрафы. И я понимал, что единственным моментом, сдерживающим меня, это есть деньги, которые я могу заплатить, если я нарушаю правила дорожного движения. Но в том-то и дело, что я же профессионал. У меня 15-летний опыт стажа вождения, 10 из них работа в такси, 2 года я уже в Европе. 10 тысяч пенсий получаю, 2 высшее образования. И я проехал множество стран, я уже даже не смотрю вперед, я просто могу заниматься своими делами. Я могу пить кофе, я могу считать деньги, я могу пеленать ребенка на заднем сидении и в этот момент делать заказы. Что в какой-то момент я словил себя, что играю в казино и торгую биткоином, когда я произвожу заказы в такси. То есть я реально профессионал. Классно, вообще. А тут я просто не заметил червоное святло. Ну я подумал, хрен с ним, 500 злотых, $125. Вы видели, какая сейчас такси работа? Вы видели после 17 июля, какая пошла работа? Да вы посмотрите, какие заказы, елки-палки, грех не отработать эти деньги. Да даже я вам могу сказать, 2 заказами, вот если мы говорим про Гданьск, можно отработать реально эти деньги. Так вот, что же все-таки означает вот эти 15 карных пунктов? И оказалось, что в течение года максимум ты можешь набрать 24. Вне зависимости от штрафа. Штраф может быть любой, 2000, 5000 злотых. Но максимум 24 пункта. Я-то думал, что их нужно коллекционировать. Ой, дурак! То есть, ребята, очень удивительно и интересно. Ты 2 раза в течение года проехал на красный свет, и ты лишаешься прав. Да. Или, к примеру, ты можешь выбирать разные опции. Ты можешь проехать 1 раз на красный свет и 1 раз не пропустить пешехода. И ты лишаешься прав. Ты можешь посадить больше 4 человек, рассчитанных тебе... Вот это поворот! Или ты, к примеру, можешь посадить больше 4 человек в машину, то есть 5, 6, 7 даже ехало в моей машине 1 раз. И также лишиться прав, если тебя увидят. То есть есть очень много способов, как лишиться прав, и очень мало их сейчас сохранить. Потому что раньше, если вы помните, можно было вообще купить необклеенную машину и сразу же выйти на ней, как это было с моей Шкодой. Вы можете посмотреть во многих моих видео на первом, на втором канале, где угодно. Я купил Шкоду за $2000 и сразу же поехал на ней работать. Так можно было с белорусскими правами, украинскими правами, зимбабвийскими правами, бангладешскими правами, любыми правами ты мог поехать работать, и у тебя не было никаких проблем. Сейчас же для того, чтобы работать, тебе необходимо получить польские права, которые ты, сука, когда-нибудь-то точно потеряешь. Честно говоря, это самый был сложный и трудный день в моей жизни, и я был в очень плохом состоянии, если честно. Ну что сделаешь, мы с вами нарушили
Если ты нарушил, ты обязан платить в этой стране, если ты собираешься в ней жить, если ты собираешься в ней работать. Если ты не оплатишь, это штраф будет еще хуже, он будет считаться как неоплаченный. Ну что, идем платить. Можно ли сейчас устроиться в такси без польских прав? Нельзя. Я знаю, что до 17 сентября некоторые агрегаторы, такие как Uber, они могут позволить тебе на твой страх и риск работать без польских прав. Но я видел эти мандаты. Когда любой полицейский, да даже, наверное, страж мейский, то есть охрана города, да любой хуй просто тебя остановит, спросит твои польские права и может выписать тебе штраф в размере 2000 злотых, 3000 злотых, 4000 злотых. Кто-то в чатах писал даже до 6000 злотых ты можешь получить, если ты нарушаешь правила перевозки пассажиров сейчас после 17 июля 2024 года. Также по требованиям Евросоюза, любой человек, который находится больше 185 дней в Европе, проживает или там в Польше, он обязан поменять, ребята, права на польские. Когда я был на местных белорусских правах, то я платил только штраф, и на меня не распространялись вот эти карные пункты. Многие поляки сказали, а почему? Они гоняют на красный свет, они неправильно паркуются, они гоняют со скоростью, превышающей в 2 раза допустимую или установленную, к примеру, в Варшаве. Почему они не отвечают так же, как отвечает обычный поляк? И поэтому эту ситуацию изменили, и сейчас, к сожалению, занимаясь перевозками людей, ты не можешь, это опять же не касается перевозок, к примеру, если ты работаешь в доставке, но в доставке не так много денег. Кстати, напишите, если вы работаете в доставке, ну, ты в любом случае обязан будешь поменять права после 185 дней нахождения в Польше. Я работал 1,5 года, и я не осознавал вообще тех проблем и последствий. Иногда для того, чтобы нормально довести клиента, человек, отдаленно напоминающий меня, мог позволить себе превысить скорость на 30 км в час, а где-то и на 70. И я просто не понимал, какие последствия могли бы меня настигнуть еще раньше. Поэтому я пользовался этим мандатом доверия, прежде чем получить этот мандат. Я приехал домой, я посмотрел, почему так много. Почему так? Раньше, до этого, проезд на красный свет, на червоный свет, был намного меньше. То есть он был там 6 карных пунктов. Сейчас это 15 карных пунктов. Я тогда открыл таблицу и посмотрел еще, за что ты можешь коллекционировать вот эти карные пункты и за что ты еще можешь лишиться прав. И я просто обалдел. По сути, ты можешь лишиться прав абсолютно за все, что угодно. То есть и для того, чтобы реально сохранить свои права, нужно знать вот эти нарушения, которые абсолютно никогда нельзя нарушать, никогда нельзя делать, если ты действительно хочешь сохранить свои права. И давайте я вам скину, я найду вот этот список последней редакции, я попробую его скинуть для того, чтобы вы просто посмотрели. Очень большое количество людей, которые ездят на скутерах, ездят на велосипедах. И не дай бог, велосипедисты, мне кажется, они вообще главнее, чем президент в этой стране. Не дай бог ты не пропустишь его на велодорожке, а это очень просто сделать, ребята, особенно если ты работаешь в Варшаве. У тебя загорается зеленая стрелка, вроде бы ты можешь ехать, а тебе перпендикулярно несется какой-нибудь велосипедист. И не дай бог ты его не пропустишь на глазах у полицейского. Тебе просто конец. А если ты его еще и собьешь, то мне даже, честно говоря, страшно подумать, что, ребята, может произойти с вами. Видите, приехали регулировать правила прямого угла. Пока шлагбаум не откроется на 90 градусов, полностью наверх, вы не имеете права вообще ехать. За это можно получить очень большой штраф, там 2500 злотых, 15 карных пунктов. Многие, как только поднялся шлагбаум, они уже стартуют. Карные пункты начисляются с момента того, когда ты оплачиваешь свой штраф. И вот мы оплатили штраф, и с этого момента можно считать, что идет отсчет. Дается 365 дней для того, чтобы эти пункты у вас аннулировались. Если вы в течение года получите еще какой-то штраф, то для него будет уже исчисляться свои 365 дней. Поэтому в любом случае, если вы получили штраф такой же, как у меня, там 15 карных пунктов,
ребята, ну, либо вам уходить с вашей работы, где вы связаны с постоянным движением по дорогам общего пользования, либо вам ездить как дед. Я знаю, что в Америке можно поворачивать направо на красный свет. Тут же это делать нельзя. Иногда клиенты пытались со мной шутить и говорить, да, у нас тоже можно. Вообще похуй. Но если в наших странах ты можешь проехать аккуратненько, в Польше, если никто не знает, для того, чтобы проехать на такую стрелку, ты обязательно сначала полностью остановиться, убедиться, что ты всех пропускаешь, и только в этом случае повернуть. И часто бывает такая ситуация, что человек останавливается, а ему сзади кто-нибудь въезжает. И, ребята, если вы где-нибудь увидите машину, к примеру, Шкоду Фабию или Peugeot 307, которая медленнее всего едет в потоке, не думайте, что там едет старый дед придурок. Вы там увидите меня, потому что сейчас я просто, вот мои яйца зажаты в тиски польского правосудия. То есть я еду просто реально как дед. Ребят, я не нарушаю ни одного правила. Максимум, ну, я могу себе позволить там, где 50, ехать 55, 56. Даже за камеры фотофиксации, за проезд на красный свет, за превышение там на 10 км в час, на 20 тоже даются пункты. У нас, к примеру, в Беларуси ты можешь сколько угодно ездить по камерам, ты можешь сколько угодно ездить там в России, я знаю, ты можешь договориться с полицейскими там где-то в Украине, но тут такое не пройдет. Тут не будет того дяди Степы, может быть, когда-то 15 лет тому назад он был, с которым ты можешь дать ему кусок сала, ящик картошки и порешать какие-то проблемы. Тут, к сожалению, твои проблемы никто никогда не порешает. Поэтому вам придется ездить по правилам. Когда я приехал сюда, ездил вот под такие знаки. Год ездил на эту улицу, потому что просили там люди. Но если тебя очень сильно просят, конечно, лучше всего отказывать, потому что штраф под такой знак или под такой, если тебя увидят. Короче, под любой знак, вот этот, штраф будет сейчас на экране, пацаны. И таких знаков очень много. Я же знаю, что все мои подписчики исключительно добропорядочные граждане. Естественно. Пока вы не получите какой-то серьезный штраф, и пока не будет буквально последнего шага, чтобы вы лишились своих прав, вы не осознаете и не прочувствуете то, что прочувствовал я. У меня есть небольшой бизнес по аренде автомобилей, я сдаю бюджетные автомобили, и другие таксисты, и люди используют их для доставки, для личных нужд, для того, чтобы работать. И вот давайте представим, что я лишился прав. Все, это конец. Для того, чтобы их обновить, нужно сдавать еще раз экзамен. Сейчас светофор будет. Вообще пиздец тебе будет нахуй. Вторую, сука, блядь, вторую! Она завелась! Она поехала! А эти экзамены стоят очень дорого. Кстати, напишите, если вы нашли, сколько стоят эти экзамены. Потому что я своих знакомых спрашивал, кто-то говорит 4000 злотых. И притом их нужно сдавать на польском языке. Вы сами понимаете, что это просто конец. Особенно, если ты не знаешь этого языка. Меня, к примеру, заказал тот человек на этой остановке. И остановка, типа там на минутку подождать, такое тут не прокатывает. Ты не можешь стоять тут ни на аварийке, никаким образом ты не можешь стоять. Поэтому, ребята, как бы ты ни ездил, ты все равно тут нарушаешь. Вот. И это, честно говоря, мне очень сильно не нравится. Стоять на мостах запрещено. Ну, а клиенты заказывают именно так. Но можно ли списать как-то эти карные пункты? Да, действительно, это можно сделать, и польское государство придумало. Если вы получили карные пункты, можно пойти на специальные курсы повышения квалификации и списать эти пункты. Но, во-первых, эти курсы стоят $300, и максимум ты можешь списать 6 карных пунктов в полугодие, что лично для меня не имеет абсолютно никакого смысла. Потому что сейчас, к примеру, у меня 15 карных пунктов, ну хорошо, я заплачу $300, я спешу 6 карных пунктов, у меня будет сколько? 9. И в любом случае, любой проезд на красный свет, я все равно лишаюсь прав. Это говорит о том, что у вас есть ровно один шанс на фиаско, после которого вы лишаетесь прав. У меня есть один хороший знакомый, который уже лишился прав. Один раз он проехал на желтый свет и не пропустил пешеходов. Я удивлен, но в Польше абсолютно конченые светофоры. В наших странах при переключении мигает желтый какое-то время, ты можешь ускориться, ты можешь остановиться, и потом уже загорается красный. Тут же в Польше не так. Зеленый, ты понимаешь, что ты можешь проехать перекресток, и потом сразу загорается красный. Все. И в этот момент ты не знаешь, что делать. Либо тебе тормозить в пол, когда ты подвергаешь сзади едущих тебя опасности, либо ты должен проезжать на
красный свет и заканчивать маневры. И тут уже все зависит от сложившейся обстановки. Кстати, напишите, как лучше всего делать, потому что мой знакомый проехал на вот этот, можно сказать, оранжевый свет. В итоге он стал между двух потоков велосипедистов и пешеходов, и его увидели. Полицейские: давай, иди сюда, и лишили его прав управления. Хотя он им сказал, что у меня карные пункты, ребят. Он говорит, все будет хорошо, но через 2 месяца к нему пришла бумага, что он должен явиться и сдать свои права. Вот такая вот интересная история. Пример возьмем Дводжет Заходний. Получаю каждый, день там по 2-3 заказа. Вот отсюда. Там есть стоянка, и она платная. 7 злотых в час. Но есть и бесплатный въезд. Он может быть 1 в сутки. Обратите внимание, куда мне показывает ехать. Мне показывает ехать туда, прямо где стоят автобусы. Но тут стоит знак «Въезд запрещен». Если вы туда заедете, как это сделали вот эти прекрасные ребята, то вас там ждет Surprise, motherfucker. Поэтому я клиенту пишу, что я приехал. Полиночка, тебе придется пройти к этим часам. Потому что если я туда заеду, то мне будет... И вот таких вот ловушек тут вообще по Варшаве очень много. Например, тут стоянка исключительно платная, постоянно. Тут стоянка 24/7 платная. Если мы повернем сюда, да, тут есть стоянка для такси. Но для такси только официального. То есть единственное, где можно стать, это возле этих бусов. Или вот тут аккуратненько на аварийке. Но даже если ты тут встаешь, ты мешаешь людям проезжать. Вот посмотрите, там полиция, и все равно туда люди едут. Все равно вот таксисты едут, и они реально сейчас насобирают штраф. Особенно если ты не знаешь Варшавы, высадить нормального человека практически невозможно. Посмотрите, люди стоят на пешеходном переходе. Вот машина поворачивает, она где должна? Тут остановиться. Видите, она останавливается. В час пик ты создаешь тут пробку. То есть вся Варшава как будто создана для того, чтобы не давать тебе работать. Даже на аварийке невозможно стоять. Вот парниша поехал, не обклеено, возможно, с нарисованными правами. Проще всего отменить заказ, чем получить карные пункты. Вот этот правильно делает, смотрите, поворачивает. Вот один поворачивает, второй поворачивает и третий поворачивает, потому что видит, что там полиция. А вот и мои клиенты подходят. К нам приезжали знакомые из Финляндии. К примеру, в Финляндии ты можешь выпить 3 пива и запросто доехать до своего дома, и все будет хорошо. Тут же в Польше лишаешься прав просто по определению за то, что ты выпил бутылку пива. Все. С одной стороны, Европейский Союз, с другой стороны, в каждой стране есть свои особенности. Я вам оставлю вот этот список, опять же, для того, чтобы вы его изучили и просто обалдели, ребят. Лично мне стало очень страшно работать в такси, и я хотел бы уйти с этой деятельности. Я хотел бы пойти в любую деятельность, где я меньше всего бы соприкасался с ежедневными какими-то поездками. Потому что все, что я так люблю, путешествия, все, что я так люблю, связано с машинами, все, что я так люблю и любил, скорость, это может в течение этого года наебнуться. Практически я уже лишился прав. Меня трясет, когда я вижу полицейских. Я очень аккуратно проезжаю любые перекрестки. И особенно, ребята, пострадают те люди, которые не могут по каким-то причинам вернуться к себе домой. Они не могут поменять права. И вы просто будете без прав. Я хочу, чтобы вы это понимали, потому что если вы станете на месте для инвалидов, если вы станете на месте, не предназначенном для нормальной парковки, тоже приедут, если не полицейские, то приедут стражи местные и вам штраф. Я помню последний раз, когда мы отдыхали, по-моему, это было либо в Кракове, либо во Вроцлаве. Ребята ночью стали на место для инвалидов. Я не знаю, в каком они были состоянии, но утром сразу же сработала страж местный, подвезли эвакуатор. Я спросил, какой штраф дадут этим ребятам, которые на своей старой БМВ стали в центре города на месте для инвалидов. И они сказали 1200 злотых. Но это ладно. И 6 пунктов, карных пунктов. Там происходит любовь. Давайте сейчас подойдем и посмотрим. В этой стране проще платить за парковку, в этой стране проще соблюдать правила, это будет намного дешевле, чем в наших странах. В наших странах ты можешь заехать куда угодно и как-то пропетлять. Тут же у тебя это сделать не получится, потому что, особенно если ты не знаешь польского языка, вот ты будешь иметь такие же проблемы, как этот парень, потому что можно было посмотреть, что тут знак «Остановка запрещена». Парниша это проигнорировал и заехал на место, где он абсолютно не имеет никакого права находиться. Обратите внимание. Тут стоит знак «Остановка и стоянка запрещена». Притом тут стоит кирпич. Он пытается что-то объяснить этим
ребятам, но это бесполезно. Это бесполезно, потому что тут очень жесткая полиция. Вообще, я заметил, что в Варшаве, наверное, самая жесткая полиция, ребята. В Варшаве ездит очень большое количество полицейских автомобилей. Тебя, по сути, как я и говорил, может ебать абсолютно любой. Тебя может ебать страж местный, тебя может ебать полиция, тебя может полюбить абсолютно любой из представителей правопорядка. Но ладно, мы можем попробовать хитрить. Блин, ну полицию всегда видно. Она стоит в желтых жилетах, ее всегда видно. Машины всегда обозначены, они не прячутся, как в наших странах, в кустах. Но есть одно большое но. Одного из следующих моих знакомых лишили прав за то, что он превысил скорость на 60 или 70 км в час. Его словили неознакованные. То есть это unmarkable, не обозначенная полиция. То есть по городу ездит некоторое количество автомобилей, которые не выдают себя за полицейских, но как только ты нарушаешь, они стоят в потоке, они стоят и смотрят, чтобы никто, к примеру, не заезжал на полосу для там, автобусов или такси, но как только ты туда заезжаешь, и ты не имеешь на это права, включается у них маячок, и они тебя догоняют, и тоже происходит любовь. Когда ты ездишь на автомобиле по Европе, то ты постоянно под наблюдением. На каждом перекрестке развешаны камеры. Могут пожаловаться и сами участники дорожного движения, какие-нибудь законоблюдущие граждане. Пан полицейский, вот я проехал точно на зеленый, я это видел. Всегда висит над каждым практически перекрестком камера, и полицейский сразу же запрашивает в центром аналитическом вот это видео и сразу тебе выписывает штраф. Ему абсолютно наплевать. Это уже твое дело потом искать адвоката и решать эти все проблемы. Он тебе выпишет штраф, иди бегай, иди плати, все что угодно. Он точно прав. В наших странах многие из милиции и полиции, они там не доучились где-то на юридическом курсе или факультете. Тут же любой полицейский, можно сказать, нагнуть любого юриста. То лучше всего всегда соглашаться и делать все, что говорит полицейский, потому что иначе будет еще больше проблем, потому что полицейский тут действительно знает свои законы. Если не лучше, чем адвокат, то лучше, чем ты, 100%. Стоп. А почему тогда существует прокуратура? Почему существует адвокатура? На самом деле полицейские тоже люди, они делают ошибки. Но вы, человек, который не знает в Европе законов, в Польше законов, не знает языка, вы можете нахлопотать себе на большой срок. И как обезопасить себя от полицейского произвола? Как вести себя, соглашаться ли со штрафами? Всегда ли полицейский прав? Как вести себя при задержании? Что делать вот эти первые шаги, когда против вас начинается какое-то дело вести, шиться какое-то дело, вы с ним не согласны, вы действительно чувствуете, что вы с ним не согласны. Для этого нужен адвокат. Если этого видео наберет больше 100 лайков, в одном из следующих видео мы сделаем с вами интервью с очень квалифицированным адвокатом, который для нас, простых парней, иммигрантов, те, которые не знают законов, сможет объяснить по пунктам, что нужно делать. Поэтому, ребята, ставьте лайки, пишите свои комментарии, хочу следующее видео с адвокатом. Адвокат! И мы его с вами пригласим. А теперь продолжаем. Полиции тут боятся даже сами поляки, потому что если какая-то проблема, которая у меня была, к примеру, с моими клиентами, вы можете посмотреть в некоторых из моих видео. To kurwa wjeżdża, ci wpierdala się, jedź dalej. Wpierdala się jakaś męta, kurwa. Когда мне не платили клиенты или там они были слишком сильно буйными и бушевали. Ну вынеси! No dawaj no, chodź! Я говорил, ну что, вызовем полицию, и сразу же все становились плюшевыми. Поэтому, как бы мне не хотелось, тоже вырос на дрифте вокруг торгового центра. Я все это люблю, заряженные автомобили. Но когда я получил 15 штрафных пунктов, я смотрю на эти все гонки Формулы-1, и они для меня лично не имеют никакого смысла. Потому что сейчас для меня больше смысл имеет это, наверное, трехколесный велосипед. Да, вот такая неприятная ситуация. Хочешь, не хочешь, заставит тебя ездить по правилам в этой стране. Она заставит тебя не нарушать. Она заставит тебя рублем, заставит тебя тем, что у тебя заберут права. Она вынудит тебя ездить исключительно по правилам. Насколько я знаю, напишите в комментариях, но в Европе запрещены антирадары. Но есть приложение Waze, которое я вам настоятельно рекомендую использовать. Никакой, блядь, не Google, как это делают аборигены, а именно Waze. Потому что именно он в оперативном режиме показывает, где какие проблемы на дорогах, где как объехать пробку, если ты именно таксист, куда можно ехать и куда нельзя. И даже показывает, где скрыты вот эти паскуды
голливудные копчики, которые могут попить у нас много крови. Так что именно с ним вы сохраните свои права и свои нервы. Такси сейчас это очень высокоприбыльная работа. За счет того, что большое количество людей отсеяло, которые не смогли сделать польские права, заказов стало очень много, а водителей стало очень мало. Я вам говорю, что такси это самый лучший способ поменять права. Вот смотрите, будет разводиться сейчас мост, и также будет ваша жизнь разводить вас. Не мне вас учить ездить на автомобиле. Вы можете быть любым профессионалом, даже хуже, если вы профессионал, потому что вы максимально беспечно себя чувствуете, как я. Вы можете стричь себе ногти, мыть себе голову, я не знаю, там позарить на 3 телефонах с вашими любовницами и проехать на красный свет, как, к примеру, это было у меня. Ну сколько обычная смена? Смена от 8 до 12 часов. Водители такси, ну вот напишите, вы работаете каждый день, особенно в выходные. Какой бы ты профессионал не был, ну ты, сука, нарушишь правила дорожного движения. Ты где-то-то точно что-то, особенно если ты устал, особенно под конец смены, если там кто-то тебя отвлек. Ну, давайте представим, ну, засмотрелся на собачку, на дубку, ну, на дубку засмотрелся женскую, и все. И все, и у тебя нет прав. Поэтому, ребята, я хотел, чтобы вы написали свое мнение по этому видео. И поэтому сейчас я максимально стараюсь очень аккуратно ездить для того, чтобы не стать пешеходом или пересесть на велосипед. Потому что я живу в Варшаве. Это довольно-таки большой город, очень нагруженный, наверное, самым сложным транспортным движением, который я когда-либо видел. Большое количество полиции, и я лишусь, что мне, постоянно ездить на дорогом такси, но это очень неудобно, потому что, к примеру, чтобы отъехать в центр ко мне, там, где я живу, домой, иногда нужно провести 2 часа в автобусе или в пробках. Поэтому машина – это то, что обязано быть, но ты можешь ее лишиться, находясь в Европе. Машины тут очень дешевые, но права, они становятся очень дорогими. Ребята, вот такое разговорное видео получилось. Напишите, может быть, зря я его снимал. Может быть, это простые истины прописные, которые вы знали. Или я действительно вам спас права. Объясните, может быть, у вас были какие-то истории, когда вас лишали прав. Как вы решали эту проблему в Польше или в Европе? Может быть, вы знаете каких-то знакомых. Может, вы напишите о своих интересных историях, как вы получили штраф, или о тех нюансах, которые необходимо ребятам, которые работают в Варшаве или в Европе. Потому что очень не хотелось бы одноногим таксистом или таксистом на велосипеде становиться. Ребята, давайте так, если вам понравилось это видео, если вы хотите, чтобы таких разговорных видео было больше, пожалуйста, напишите об этом, подпишитесь на канал, напишите свое собственное мнение. И также знайте, что у меня есть еще основной мой канал, где я снимаю будни, как мы работаем в такси и как работают мои арендные автомобили, с какими жесткими трудностями я сталкиваюсь, что я понакупил много дешевых машин, которые ломаются и попадают в очень большие проблемы. К примеру, одна из них — это то, что одну из моих машин с дырявым порогом просто взяли и эвакуировали. Но там заблокировали их паспорт, то есть машина не имела возможности ездить по Европе. Просто в Польше как делают? Берут, не то что забирают техпаспорт, его просто аннулируют. То есть все, машина может ездить только на эвакуаторе. И вот эта ситуация произошла, но это будет в новом видео, поэтому подпишитесь еще и на основной канал. Давайте уже тогда наконец-то наберем большое количество подписчиков, если вам интересен, конечно, такой контент. Здравствуйте, я Олесь Гроднев. И сегодня я вам представляю канал очень хорошего моего друга из Америки. Он снимает очень интересное видео про Америку, как он туда прибежал, как он там остался и как он там работает и развивается. Спасибо большое, переходите по ссылочке ниже в описании, ставьте лайки и комментируйте свою хуйню.